Доброй ночи, дорогие друзья. Испокон веков люди проводили разные ритуалы, разные обряды, узнавали друг у друга разные приметы для того, чтобы деньги приходили в дом. Поскольку я уже говорила о том, что имущество, деньги дают определенную уверенность в завтрашнем дне, спокойствие. Если ты живешь в своем доме, если у тебя есть постоянный доход, если ты нашел себя в этой жизни, если ты мастер своего дела и прочее, конечно, намного приятнее жить на этом свете, и зная, что ты обеспечен, что ты не останешься ни с чем, что твои потомки после тебя получат что-то, оставленное тобой и прочее. Уже говорила о том, что душевную боль намного легче терпеть, когда у тебя есть имущество. Как бы это ни звучало, но в любом случае, когда ты обеспеченный человек, может быть и тяжело в какие-то моменты жизни, но, по крайней мере, не опускаются руки, нет отчаяния, поскольку ты знаешь, что завтра твоим детям есть, что одеть и прочее. Самое страшное для человечества это была нищета, безденежье, это было оставление на произвол судьбы и прочее. Вот именно поэтому люди всегда искали для начала достаток, спокойную жизнь, веру в завтрашний день и так далее. А потом, имея определенную почву под ногами, уже искали любовь и прочее, то, что уже, как говорят, не хлебом единым жив человек. Уже нужно было питать душу. Однако, если человек, не знает, что завтра есть и чем прокормить своих детей, мне кажется, ему не до театра, не до культуры, ни до чего. Согласны? Он должен иметь стабильность, только после этого он спокойно живет. Мои денежные ритуалы, которые я вам всегда дарю, я уже говорила, для чего я это делаю. Потому что у каждого человека своя энергия, и кому-то подходит этот ритуал, кому-то другой, кому-то все подходят. И я дарю для того, чтобы у человека была стабильная жизнь, спокойная жизнь. Для того, чтобы человек был более уверен в завтрашнем дне. Мне не хочется видеть вокруг меня несчастных людей. Я всегда относилась лояльно, я всегда объясняла, что духи, силы прекрасно понимают, почему человек пошел на этот или другой шаг, и что не нужно человека еще больше привести в ужас в выступлении, что можно к человеку относиться по-человечески, понимая его слабости, трудности. И в этом и есть роль ведьм. Роль ведьмы не в том, чтобы запугать и до полусмерти напугать тебя из-за того, что ты там когда-то сделала аборт, и вот ужас, и вот из-за этого ты там не знаю чего, какую-то карму выдумывать непонятно откуда. Роль ведьмы состоит в том, чтобы понять человека и помочь выйти из этой ситуации. Так вот, моя роль, наверное, состоит в том, чтобы объединять людей, чтобы людям дать больше надежды, радости. Вы видите, что в моих форумах люди делятся подарками, люди дружат между собой, переписываются, перезваниваются. Очень много было создано, хороших отношений, было создано новых связей у людей. Люди начали жить, начали верить в завтрашний день. Даже если у них были какие-то определенные проблемы, в любом случае они начали верить, что есть определенные силы судьбы, которые с ними, которые помогают. Я всегда говорю, верьте в свою судьбу и знайте, что потусторонний мир не враждебно против вас настроен, а наоборот желает вам помочь. И не бойтесь делать шаг. Если вы проявите смелость и порвете этот порочный круг в своей жизни, обязательно найдутся те силы, которые дальше вам помогут двигаться. Никогда не бойтесь. Ваша судьба вас не оставит. Просто судьба ждет от вас определенных решительных шагов для того, чтобы дальше вам помочь. Вот в этом состоит моя цель. Я поэтому вам дарю различные ритуалы на деньги, которые могут вам помочь. Я говорила, что если один ритуал себя исчерпал, его энергия просто уже была потрачена, то возьмите другой ритуал. Через некоторое время вернитесь обратно к тому ритуалу. И вот так, по крайней мере, дорогие друзья, у вас будут уникальные ритуалы, которые вам помогут вылезти из нищеты, из трудностей, из всего, из кризиса и прочее. Вот еще один ритуал. Кстати говоря, я вам
как-то давала ролик, посмотрите, «Хроника ведьминой избы», там были ведьмины хитрости, определенно связанные с деньгами. Но там было и для практиков, и так, по-моему, много я вам говорила денежных хитростей, которые можно применить для того, чтобы у вас был достаток. Иногда судьба из ниоткуда вам дает то, что вы хотите. Не нужно думать о том, откуда же она мне даст. Она сама знает, откуда дать. Понимаете, для судьбы не составляет труда дать ни 100 рублей, ни миллион. Просто вы должны четко знать, что вы хотите. Вселенная как банк. Когда вы идете в банк и говорите, дайте мне там миллион в кредит. Они у вас спрашивают, а для каких целей? Если ты не знаешь, то тебе никто ничего не даст. Если ты придешь в банк и скажешь, вы мне дайте миллион, а я там потом решу, что буду с ним делать, никто тебе их не даст. А если ты четко, ясно знаешь, что ты хочешь, ты приходишь и говоришь, излагаешь свою мысль, и они считают это разумным, они тебе дают. То же самое Вселенная. Если ты четко знаешь, что ты хочешь, я хочу дом, я хочу машину, я хочу то. Ты должен четко знать, что ты хочешь. И для этого судьба тебе даст возможность это приобрести. Понимаете? Для начала хотите. Никогда не думайте, а откуда оно ко мне придет, я не знаю. Я вам еще раз приведу пример с машиной. Когда водитель едет ночью, он освещает всего-то 3-4 метра перед собой фарами. Дальше дорогу он не видит. Но это ему не мешает ехать много сотен километров, видит только 3-4 метра перед собой. Он едет, через 3 метра еще 3 метра открывается, через 3 еще 3 метра. Вот то же самое судьба. Вы хотите, вы сказали, я хочу 100%, чтобы мне было вот это. Судьба вам даст разными путями к этому достичь. Например, покажет мой канал, вы найдете денежный ритуал и будете делать. Например, встретятся люди завтра и попросят вас там возглавить какую-то работу, организацию. Понимаете, вы не напрягайте свой мозг, вам это незачем знать. Вы садитесь за руль машины, вы же не знаете, как машина устроена, где там бензин, как выливается, как топливо выжигается. Вы этого не знаете. Вы всего лишь знаете, как водить машину. Вы сели за руль и поехали. А как она там, процесс работает, это вас не волнует. Опять же, то же самое судьба. Вы попросили и отпустите. Не ваше дело, как оно вам приведет. Оно приведет, притянет нужных людей, притянет нужный момент. Вы захотите для начала, чтобы духи судьбы, чтобы силы судьбы увидели, что этот человек хочет, и надо ему дать это. Понимаете? Если вы не хотите, если вы не знаете, чего вы хотите, то что вам можно дать? Это будет как в той сказке, да? Иди туда, не зная куда, принеси то, не зная чего. Вот то же самое, если вы в голове вот так держите, мол, ой, ну если бы у меня были деньги, может быть, я что-нибудь придумал. Не будут у вас эти деньги никогда. А вот если вы скажете, вот я хочу вот открыть ферму, я хочу купить там 10 коров и, не знаю, я хочу ферму открыть, я хочу вот такую работу себе. Или я хочу там открыть салон красоты, и как бы мне это сделать? Я так это хочу, вот дайте мне эту возможность. Вот вы четко захотели, и вам дадут. Запомнили мою мысль? В древние времена люди всякое делали. Например, сундуки с деньгами, свои сундучки там с мелочью, с монетами над огнем вот так вот крутили несколько раз. Вот как я вот кошелек, например, кручу вот так, вот таким образом. Я уже говорила, держите или красный, или черный кошелек. А лучше, если у вас и черный, и красный. Черный притягивает стабильный доход, красный по чуть-чуть. Понимаете? Но притягивает. Эти цвета деньги любят. Держите хоть $1 в кошельке. Доллар притягивает, у него есть определенная сила. У меня спрашивали, можно ли советские монеты использовать. Нельзя. Нельзя. Почему? Потому что это не живая энергия денег. Нужна живая энергия денег, а это не живая энергия. Советские рубли уже не действуют. Для чего они нужны? Они не нужны. Нужна та энергия, которая крутится. Понимаете? А старые рубли, они не нужны. Мне как-то говорили, можно фальшивыми деньгами, там, или не фальшивыми, а бумажными деньгами расплатиться с бесами. Или там с демонами, или, не знаю, с какими-то силами. Это писали великие магуи. Но прям, знаете, демоны такие дураки, не понимают, где настоящие, а где не настоящие. Где ты теряешь реально деньги, то есть имущество, чем ты жертвуешь, а где ты просто выкидываешь там какую-то бумагу. Понимаете, такие абсурдные вещи спрашивают люди, которые говорят якобы, что они профессионалы. Но это вот вообще в голове не укладывается. Так вот, вот брали сундучок с монетами или с имуществом, или там с золотом, серебром, не знаю. И вот так крутили над огнем. Знаете зачем? Потому что у огня есть энергия. Они заряжали вот это. А когда где-то есть энергия, вот, например, в кошельке, да, энергия появляется, то энергия притягивает энергию. А какую энергию притягивает кошелек? Деньги.
Я вам скажу самый простой, смешной метод. Вот точно так же заряди свой кошелек. Хотите, скажу. Берете, действующий, рабочий, значит, вот эту зарядку телефона. Я вам говорю реальную вещь. Берете эту зарядку телефона, действующую, рабочую, значит, вот и заряжаете кошелек. Закрывайте кошелек, сувайте сюда, в эту сторону. И пусть она заряжается хотя бы час. Вы заряжаете свой кошелек, даете своему кошельку энергию, и она притягивает деньги потом. Самое элементарное упражнение. Можно это делать иногда. Я иногда это делаю. Есть определенные хитрости, которые я делаю, знаете, для чего? Чтобы особо не заморачиваться. Хотя я вам говорила, что со временем, когда твоя энергия привыкает ко всему этому, уже так сильно и не надо ничего делать, оно уже само приходит. Настолько твоя энергетика привыкает к денежной энергии, что уже ты сам удивляешься, что ты становишься, просто фартовым человеком, скажем так, удачливым. Итак, давайте дальше пойдем. С лавром. С лавром вы знаете, что есть очень много разных ритуалов. Лавр считается магнитом для денег, лавр считается приносящим удачу. Лавр, значит, держали над дверью, сували во все эти щели над дверью или вбивали гвоздем для того, чтобы злая сила не заходила домой. Считалось, что лавр охраняет дом от злой энергии. И когда лавр рассыпается, уже как бы ломается, считалось, что она вбирает в себя эту злую энергетику, выкидывали и меняли на другой лист. История лавра такова. Говорят, что бог Аполлон влюбился в нимфу Дафну. Дафна была очень красива, но она не любила Аполлона. А вот любвеобильный бог, который привык покорять всех и не терпел отказа, хотел любыми путями добиться ее любви. И однажды в пьяном состоянии погнался за ней таком безудержной страстью, желая овладеть нимфой Дафна. И Дафна в ужасе окаменела и превратилась в дерево. Аполлон долго оплакивал свою несостоявшуюся любовь, потом поклялся, что дерево Дафна станет священным, и ее, листьями будут венчаны все победители и те, которые отличились чем-то перед людьми и богами. Если вы видели, замечали, во всех древних полотнах у Аполлона на голове, лавровый венок. Вот эта история священного дерева лавра, Дафна. На Востоке, да и в Греции ее так и называют Дафна. На армянском языке Дапне. Так вот, можно просто лавр взять, листья лавра, и положить в кошелек. Уже будет притягиваться денежная энергия. Но можно и сделать вот этим ритуалом, тогда оно будет просто сильнее. Со временем, когда лавр, у вас будет крошиться и ломаться, выкидывайте и повторите ритуал. Значит, она принимает просто весь сглаз, все эти отрицательные, эти посулы на ваши деньги и кошелек, поэтому выкидывайте. Берете 3 листка лавра, постарайтесь такие маленькие, удобные, чтобы в кошельке у вас помещались. Вокруг вот так ложите или белое золото, или обычное золото. Потому что золото, я потом вас научу, как работать с золотом. Сейчас не будем зацикливаться на этом. Золото притягивать. Можно и серебро, но лучше, конечно, белое или красное золото. Обычное золото, скажем так. Читаем 3 раза. После этого лавр ложим в кошелек. И, собственно, все. Через некоторое время вы заметите, как у вас доходы начнут увеличиваться. Итак. У лавр Дафна, венчающий венком победителей, у дерева богов, у листья священного дерева, заклинаю тебя, венчай меня на богатство. О лавр Дафна, сослужи мне службу, дай богатство, венчай меня на царство. Твоим приютом станет мой кошель. Туда и деньги мне тяни. Мольбу мою к себе прими. Помоги разбогатеть, заклинаю. У лавр Дафна, венчающий венком победителей, у дерева богов, у листья священного дерева, заклинаю тебя, венчай меня на богатство. У лавр Дафна, сослужи мне службу, дай богатство, венчай меня на царство. Твоим приютом станет мой кошель, туда и деньги мне тяни. Мольбу мою к тебе прими, помоги разбогатеть,
Заклинаю. О лавр Дафна, венчающий венком победителей, о дерево богов, о листья священного дерева, заклинаю тебя, венчай меня на богатство. О лавр Дафна, сослужи мне службу, дай богатство, венчай меня на царство. Твоим приютом станет мой кошель, туда и деньги мне тяни. Мольбу мою к тебе прими, помоги разбогатеть, заклинаю. После этого собирайте вот листочки лавра. Сейчас я другой рукой открою. Так, берем и ложим сюда. Говорила, что хорошо бы в кошельке держать купюру. $1. Вот так. Постарайтесь подальше, чтобы, да. Закрываем, собственно говоря. Ну что ж, желаю вам удачи. Все у нас получится, как всегда. Всего хорошего.